Привет, это Ксения Тамакус. Я рисую, я пишу музыку, я создаю мультики, я автор психоняшек. Но это все совершенно не важно, потому что теперь для интернета я в первую очередь жертва сталкинга. И мне бы хотелось сказать пару слов на эту тему. Я хочу еще сказать пару слов. Потому что я устала от количества дезинформации, и мне противно быть просто инфоповодом, а не живым человеком в этой всей истории. Меня от этого тошнит, поэтому вы будете теперь слушать меня. Я терпеть не могу всю эту историю. Я в целом ненавижу желтую прессу с этими блядскими превьюшками. Я ненавижу быть частью этого всего, потому что я всегда стремилась к чему-то выше этого, к чему-то красивому, нежному, великому. Но меня вписали в эту помойку. Я так устала, что это длится типа 300 тысяч лет. Полиция ничем не может помочь. И мне прямо говорят куча людей, что это решается не через закон, а через более темные насильственные методы. Я не согласна вообще обращаться к этому, и для меня в целом это какая-то катастрофа, что я не могу решить этот вопрос легально. Из-за того, что у нас не вышло в начале всей этой истории привести сталкера к ответственности, он распространяет про меня кучу дезинформации, и сейчас, что на Западе, что здесь, никто не хочет разбираться в этой истории. Я сталкиваюсь с большим количеством травли в интернете. Дальше я бы хотела рассказать вообще, с чего все началось, почему я считаю, что основная мотивация сталкера — это зависть, а не желание в самом деле добиться какой-то справедливости, и также он просто буквально наживается на моей известности. Если бы не вся эта история, то о сталкере бы сейчас никто не слышал. Сталкер раньше пытался набрать аудиторию на почве желтой прессы, в частности, конфликт Астрокэт или шумиха вокруг Асари с Бориесу. И как бы возникает вопрос, на какой почве вообще сталкер решил делать видео про меня, если я на тот момент не имела никакой яркой подобной репутации, как у остальных героев его видео. И по сути, видео про никому неизвестную Тамакус едва ли могли принести ему какой-то хайп. Поэтому я хочу рассказать, с чего вообще все началось. Я помню это, как будто это было вчера. В 16-м году я поступила Я поступила в колледж. Там, в этом колледже, у меня появилась подружка Ульяна Цверкун. В 17 году у нас был первый маркет. В какой-то момент к нашему столику подходит челик, которому она отказывается что-либо продавать и гонит его вообще нахуй от столика. После этого он в фрустрации подходит ко мне, покупает у меня мои самые первые ever стикеры и уходит. Я смотрю на нее, спрашиваю, что это за хрень, что случилось вообще. И Ульяна рассказывает, что это сталкер, ее одноклассник, из-за которого ей пришлось переехать. И я не помню никаких других подробностей, кроме того факта, что он пытался ее задушить. Сталкер также потом приходил на еще один маркет, который случился, по-моему, где-то через 2 года. Я помню только, что Ульяна приняла от него подарок, и, как и в прошлый раз, сказала ему, чтобы он уходил, потому что, понятно, что ему здесь никто рад не будет. Третье взаимодействие со сталкером, которое было в колледже, это было так. Я натыкаюсь в коридоре на Ульяну и еще 2 наших однокурсников. Они рассказывают, что приходил сталкер, передавал Ульяне ее старые рисунки, которые она ему подарила в школе. И, как ребята рассказали, потом они эти рисунки сожгли, потому что кто знает, что он с ними делал. Цитата. Мой однокурсник описал его как человека очень стрёмного, с безумным взглядом, и что он произвел на них довольно пугающее впечатление. Я не помню, откуда потом я видела эту информацию, но я помню, что было такое, что сталкер кичился тем, что очень легко попал в колледж, и что у них плохая система безопасности, что, на самом деле, правда. То есть весь колледж, как бы сталкер продолжал кошмарить Ульяну, я не знаю, какие там были другие сторонние инциденты. Это все, что я сама помню, что я сама видела. Остальное как бы остается за кадром. В 2020 году мы выпускаемся из колледжа. Очень тяжелое было время, коронавирус и все дела. И после колледжа у нас тоже с Ульяной общение сошло на нет. Единственная причина, по которой мы связывались, был сталкер. В июле 2021 года я делаю пост о продаже адоптов в своем паблике. Мне в комментарии написал человек с серпом и молотом на аватарке. Он посчитал, сколько я получу с этих адоптов, и спросил, зачем мне эти деньги. Мне показалось это ужасно бестактным, и я его забанила с такой же раздражающей подписью в духе «А вам зачем эти деньги, лучше мне отдайте». И с этого начался пиздец. В какой-то момент я нахожу паблик, в котором один человек, и очевидно, это тот человек, которого я забанила, и он в обиженной форме пишет, что меня забанили, но я все равно продолжу писать комментарии в этом паблике. И я просто, покекав немножко с этого прикола, забыла об этом и пошла дальше. Потому что
что банила я людей много и как бы никогда не видела в этом проблемы. Мой паблик, мое пространство, хочу баню за что угодно, какая разница. На паблик я вышла, по-моему, потому что там был мой ник в названии, то ли мне его друзья скинули, это было очень давно, я уже не помню. Ну, похихикали и забыли. Ну, не тут-то было. Через какое-то время мне звонит Ульяна на телефон, что уже не предвещало ничего хорошего, рассказывает мне, что этот паблик создал сталкер, что это 100% он, и что мне стоит быть начеку. Я тогда на самом деле очень сильно разозлилась на нее, в том плане, что вот кто тебя нахуй вообще просил об этом рассказывать? Я бы жила в счастливом неведении, и все было бы прекрасно. Я не хочу за этим следить, я не хочу об этом волноваться, но что есть, то есть. Потом Ульяна сказала, что у него есть YouTube-канал «Моралист из Лиги». Какой моралист, какая лига, что за хуйня? И на этом канале он опубликовал видео про меня, и Ульяна показала там один конкретный момент, где косвенно, но читается угроза расправы. Мои пальчики, они хотят обхватить рукоятку игрушечной лопаты с красным черенком. Интересно, черенок он красный, потому что его окрасили на фабрике или потому что он был окрашен кровью от освежеванной свинины? И Ульяна предложила использовать этот кусок и написать на него наконец-то уже заявление в полицию. Потому что для Ульяны тогда эта история длилась уже достаточно долго, она очень сильно тоже устала. Конечно, хотелось использовать этот шанс, чтобы наконец-то привести его к ответственности после долгих лет пи***ца ебаного. Моя первая мысль, что полиция нахуй вообще ничем не сможет нам помочь, это просто детский сад ебаный, и мы тут ничего не можем сделать. И у меня было прям четкое ощущение, что это бесполезное занятие, но я очень хотела ей помочь. Давай попробуем. Попытка не пытка, в конце концов. Few moments later. Полиция ничем не может нам помочь, потому что она не нашла человека по адресу проживания. Ульяне был известен только дом и улица. Не было известно квартиры, а полиция не будет ради такого инцидента сомнительного прочесывать весь дом в поисках Александра Анисифорова. Поэтому она нам ничем не смогла помочь, нам прислали отписку, все. Ну, как бы, кринж, забили хуй, живем дальше. Троллейбус горит, да и хуй с ним. Жалко, времени пиздец жалко и нервов. Ходить в полицию — это отдельный большой стресс. Было бы круто, если бы на этом все закончилось. Я благополучно забыла про эту всю историю, живу дальше. Потом, весной 23-го года, у меня сходка. Я выхожу из дома в совершенно прекрасном настроении, в предвкушении от сходки будущей. Я красиво оделась, я иду по улице, солнце светит, птички поют, и во дворах по дороге к метро ко мне подходит челик. Такой: «Привет, ты случайно не Дмитриева Ксения?» Я говорю: «Да». Моя первая мысль, что меня узнал подписчик, потому что я максимально няшно сейчас настроена на сходку, на то, что ура, наконец-то я сейчас смогу встретиться с фанатами, и никаких паранойяльных мыслей, потому что я счастливый человек, живущий жизнь. Он дальше говорит, что типа: «О, наконец-то я тебя нашел, позволь мне напомнить тебе пару твоих цитат». Соси. Я такая: ты вообще... Ты кто, блядь? И он типа, он берет меня, прижимает к себе и такой: «Пойдем посидим на лавочке, поговорим». Я такая: «Чего, блядь? Чё? Ты вообще кто?» И он такой типа: «Ну, если не знаешь, что, может быть, когда-нибудь вспомнишь». Что-то в таком духе, блядь. И я понимаю, что какая-то хуйня, блядь, происходит. Я пересралась. А мы еще находимся на такой тропиночке, по которой очень редко кто ходит. Я такая: мне пиздец. К счастью, сзади была какая-то бабушка и девушка чуть постарше меня, наверное. И я всем видом показываю, что типа я его не знаю, кто этот чел, помогите мне, типа реально, что происходит, жуть ёбаная. И, к счастью, вот эта девочка бойкая такая, типа, клевая, она такая: «Ну отойди от нее». И он начинает какую-то хуйню, типа: «Она меня оскорбляла в интернете», все такое. И я говорю: «Блин, помогите, поже, мне страшно». Я помню, как он прохихикался, когда я сказала, что мне страшно. Это был такой кринжовый аниме-психозный момент. Я просто: ёб твою мать, чё за пиздец, приехали, блядь. Потом он сваливает куда-то. Эта девочка ведет меня к метро. У меня руки дрожат, я в ахуе, типа. У меня никогда такого дерьма не было, слава тебе, Господи. И она меня что-то спрашивает вообще, что это такое, что он имел в виду под тем, что ты оскорбляла его в интернете. Я говорю: я вообще не знаю, кто это. У меня даже в мыслях не было никакого сталкера Ульяны, потому что я уже 300 раз про него забыла. И потом я еду в метро на сходку, я пишу ребятам, что вот это вот случилось, я хнычу, у меня руки дрожат, потому что это было реально страшно. И потом мне пишет один из моих друзей, типа: «Блин, мы все еще смотрели тот паблик ебанутый хейтерский, мы его чекаем, но тебе ничего не отправляем».
оставляем. И, короче, мы видели накануне пост про это, но мы тебе ничего не рассказали, потому что не думали, что это реально случится. И меня тогда просто переполняют эмоции, потому что, во-первых, человек до сих пор ведет этот паблик, во-вторых, что это тот самый сталкер Ульяны, который, по сути, по всем его постам, он такой жалкий, его бояться просто смешно. И как бы если бы я была в курсе, я бы его отпи***ила. Я же была настроена, что это просто подписчик узнал меня на улице, серьезно. Потом опять пошли в полицию, они ничего не смогли сделать. Все. Не знаю, то ли мы что-то не так делали, то ли юрист, я не знаю. У нас не получалось, это все ощущалось ужасно нудно, тяжело, унизительно, стрёмно. Часто было такое, что на наше заявление был ответ, что типа, да ладно, просто мальчик влюбился, ничего такого. Ну спасибо, блядь, обречённее этого вообще нихуя нет, наверное. Сталкер продолжал вести паблик, страдать хуйней. Самое ебучее из его постов было, как он написал фанатский фанфик про меня с ним. И там была просто вот та самая сцена нашей встречи, которую я описала, в деталях, которые мог знать только сталкер. И все оно заканчивалось изнасилованием. И сталкер опубликовал это как фанатское творчество. То есть авторство было не его, а какого-то анонимного фаната. В чем мы все очень сильно сомневаемся. И фанфик про изнасилование — это самый просто яркий пример его помешательства. В этом паблике, который он посвятил мне, были также опубликованы его сталкерские успехи, где он делился фотографиями моего подъезда, моей двери, рассказывал, по каким фотографиям он вычислил мое примерное место жительства. Следующий вид его постов — это обсуждение моей внешности. Ему очень нравится говорить о том, что у меня очень большой и кривой нос, еще что я толстая и напоминаю ему хрюшку, постоянное сравнение с беконом. Я помню, там был пост, где он пытался анализировать мои зубы, это было странно. В целом очень много было акцента на то, чем я питаюсь, на что я трачу свои деньги, насколько хорошо я выгляжу. И все, то есть про какие-то творческие штуки он почти не говорил. И, как ни странно, потом по такому отбитому челу, который просто сталкерит меня и кошмарит, потом появился фандом, где люди реально рисовали фанарты с ним и мной. Была даже девочка с ником Ушка Кин, которая очень сильно хотела быть похожей на меня, чтобы сталкер обратил на нее внимание. Теперь маленькая страшилка про эту девочку. Она видела в сталкере романтический интерес, и несмотря на ее юный возраст, сталкер никак не препятствовал тому, чтобы она отправляла ему определенного характера фотографии в полосатом свитере, характерном для моего персонажа. Сталкер также помог ей найти жилье, чтобы она могла приехать и погулять с ним. В ее канале была фотография, где она выразила его имя на своей руке, и там же она рассказывала, что оплатила сталкеру анонимку, чтобы он мог просматривать, кто отправляет ему анонимное сообщение. Покопайся в бэкграунде, пойми, что я чекаю его анонимку. Такой маленький менеджер. Ты понимаешь, прикол в том, что как бы это получает не сталкер, ты доводишь не сталкер, ты доводишь меня, маленькую девочку-ушку, которая на все это. Девочку очень жалко, но вроде как сейчас она в порядке, так что все хорошо. То есть нарочно такую хуйню не придумаешь, но это реально. Еще я помню, после фанфика про изнасилование мы решили написать его маме, раз полиция ничего не может сделать, это был как вариант. И когда его мама никому из нас не ответила, я вспомнила рассказ Ульяны, которая с ним училась в одной школе и тоже от него намучилась, что когда Ульяна вообще, ее семья пытались что-то вообще сделать с этой ситуацией, поговорить с его мама умоляла их ничего не писать, никуда не сдавать ее сыночка Сашеньку. Вот, то есть как бы, видимо, мама просто закрывает глаза на весь трэш. Еще есть подозрение, что он растет без отца. Мне кажется, что тут есть связь с тем, что он постоянно всех зовет на ринг, что он очень хочет с кем-нибудь подраться. И у меня хэдканон, что это от ощущения безнаказанности. Ему очень хочется получить пизды, но его некому отпиздить. Была ситуация, когда сталкер доебался до Васи Летовой, это организатор маркетов «Потолок» и «Заря». Сталкер прибежал на шумиху вокруг Зари на тему 8 марта, где была спорная ситуация, а Вася, она тусит с Ликабл. Раньше это была такая, типа, полка для мерча, также они занимались организацией мероприятий. В общем, очень дружные ребята, они не могли просто спокойно смотреть на то, как сталкер кошмарит Васю теперь, и они сделали просто прекрасное видео, очень стёбное на его видосике, который прекрасно показывает суть сталкера. Рекомендую ознакомиться, очень смешное видео.
Эта ее агрессия, по своей сути, она направлена никуда, в пустоту. Это ж насколько нужно быть лузером, неудачником, чтобы постоянно пиздеть на людей в интернете, пытаясь завоевать их внимание, вкидывать всякие тейки, херню, бросаться в них говном, когда нормальные люди, художники из сообщества уже давным-давно положили на тебя болт и не обращают внимания, но все равно продолжать кукареканье со стороны параши. А дальше что? Будешь звонить и дышать в трубку, приходить на встречи и тайно стоять в углу, будешь стоять под дверьми и мычать, писать 18 плюс фанфики? Я просто уже даже не знаю, ребят. Сталкер, конечно, не мог пройти мимо этого. Как обычно, стал звать всех на ринг. Пришел Сева, главный в Ликабл, и сказал, что погнали, найдем ринг, подготовим оборудование. Ну, Сталкер благополучно слился. Потому что Сталкер не привык, что кто-то заступается за девочек из арт-сообщества. Ну, это было небольшое лирическое отступление. Теперь мне бы хотелось вернуться к моей истории, которую я недорассказала. И одна из самых важных ее частей — это психоняшки. Весь 23-й год я потихоньку с ребятами пилила серию, первую, и мы вообще не думали ни о каком хайпе. Мы просто делали, потому что хотелось сделать. Я ориентировалась на свою аудиторию, которая у меня была тогда, и вообще даже не думала о том, что проект выстрелит. Первый эпизод мы планировали показывать на потолке, на арт-маркете, как раз той самой Васе, о которой я рассказывала чуть пораньше. Я для этого сделала трейлер, анонс, что мы будем показывать психоняшек на потолке, и я его выложила на YouTube просто так, по приколу. И внезапно он выстрелил. В трейлере была дата выхода психоняшек, мы потихоньку его доделали и выложили. И буквально в тот же день Сталкер выпускает видео с кликбейтным названием «Сюжет психоняшек», с самым ярким артом. И видео буквально состоит из моей личной истории, как раз с Ульяной, через которую Сталкер на меня и вышел. Это просто было отвратительно, от психоняшек там ничего не было, это просто было классическое грязное белье и чистое желание нажиться на хайпе психоняшек. Как раз на волне хайпа людям было очень интересно больше знать о психоняшках. Абсолютно подлая, грязная хуйня сделать такое видео. И люди потом ошибочно полагали, что психоняшки целиком основаны на моей вот этой истории с Ульяной. И было просто неприятно об этом всем постоянно слышать. Не хотелось оправдываться, не хотелось никому это рассказывать, потому что это не ваше собачье дело. И всю эту историю рассказали против моей воли, что Сталкер делает постоянно и остается безнаказанным. И просто представьте, насколько для меня это ебаный пиздец. Ты доделываешь мультик, который для тебя очень важен, ты получаешь огромную кучу фидбэка, у тебя появляется фандом, штуки переводят на другие языки, ты не можешь в это поверить. То есть, невероятно счастливый опыт. И в тот же временной промежуток еблан, который всю свою жизнь тратит на то, чтобы сталкерить кого-то и страдать хуйней, выпускает гадость, которая бьет по еще не зажившей твоей ране, которую ты из всех сил пытаешься сейчас сублимировать в творчестве. И весь мир теперь, блядь, знает о этой херне, которая вообще никого ебать не должна. И ее рассказывает еще человек, совершенно не понимающий, о чем он говорит, просто двинутый на тебе и на твоей подружке из колледжа, и он пересказывает это в совершенно приписнутой манере, настолько искаженной и мерзкой. И это то, что люди видят. Не твою реальность, не то, как это было, а то, как это придумал шизофреник ёбаный. Я не знаю, как кто-нибудь на моем месте вообще смог бы выжить после такого. Просто представьте такое пережить, а потом постоянно весь год слышать: «Ксения, где второй эпизод?» Сука, мне страшно его делать, и мне страшно его выкладывать, потому что потом, на волне хайпа, Сталкер продолжит делать ебаное говно, все будут слушать шизофреника, который сидит у себя дома, который уже сколько лет? 3-4 года, он просто одержим, он ужасно завидует мне и делает все возможное, чтобы очернить мою репутацию, потому что ему вообще не дает покоя то, что я могу спокойно делать то, что я люблю, и получать за это деньги, жить на это. Это так грязно и низко, я не знаю, завидовать этому. Он очень хочет, видимо, как-то тоже реализоваться и просто жить на то, что он делает. У него не выходит, и поэтому он выпускает свою обиду и зависть на мне постоянно. И, это просто низко. И мне просто противно из-за того, что люди ассоциируют меня с ним. Самое ебучее — это видеть комментарии в духе «они друг друга стоят», хотя единственная причина, по которой люди так могут считать, это то, что они просто верят Сталкеру, который просто врет обо мне. Я не могу сказать, что я идеальный человек и все такое. Я делала реально много тупой херни, это факт. Но то, как это выкручивает Сталкер, это просто ни в какие ворота не лезет.
Например, просто вершина пиздеца — это как он обернул мою давнюю дружбу с Роней Трупожаркой в какую-то ужасную педофильскую историю. Мы с Роней давно знакомы, и она как-то позвала меня приехать к ней в Ухту, а я люблю путешествовать, мне это интересно, и если меня зовут, почему бы и нет. И я поехала, мы прекрасно протусовались там, я опубликовала фотографии, Роня тоже, и какое-то время спустя, я не помню, когда это было, сталкер просто выкрутил это так, как будто бы я приехала туда только, чтобы сделать свои грязные педофильские дела. Это был такой абсурд. А для людей этого было достаточно, чтобы это были пруфы моей педофилии. Что за бред? Сталкер не на страже порядка. Он не борется с педофилией. Он не борется ни с чем таким. Он просто целенаправленно портит мне жизнь. Ну и параллельно пытается заработать на своих видео, используя самые грязные низкие темы. Мне так нравится, как ты рассказываешь, что наш президент ничего не делает, и как она все в школе меняет. Ну что ж, теперь ты сможешь прочитать об этом и обо всем, о чем я говорил. Вот тебе экземпляр моей книги, пожалуйста. Круто, спасибо. $5, пожалуйста. Ладно. Какого хрена ты делаешь? Книги подписывай. Я просмотрел твою дурацкую книгу. 540 страниц, поливаешь Венди грязью и называешь ее шлюхой. Я никогда не говорил прямо, что она шлюха. Венди Тестобургер вновь и вновь доказывает, что готова на все, лишь бы продавать свою вагину. Будь то школьная футбольная команда или уборщик во время перерыва, Венди тратит свое президентское время на коленях или на спине, ублажая часами. Ты не до конца дочитал, смотри. Или нет. Вот видишь, там написано или нет. Это как бы вопрос. Я просто задаю вопрос, и Стэн. И как бы мне бы очень хотелось, чтобы, во-первых, люди не верили всему подряд. Вы можете мне тоже, кстати, не верить, если что. Все в порядке. А во-вторых, мне бы очень хотелось, чтобы сделали закон о сталкинге, потому что это дерьмо продолжается. И мой случай не единственный. И люди также страдают от долбоебов, которые их выслеживают, мешают им жить, портят их репутацию. Этого очень много, этого пугающе много. Это просто невыносимо. К счастью, теперь я физически в безопасности, потому что я переехала, но мне все еще сложно спокойно постить. Я уже не могу спокойно делиться едой, какими-то штуками, которые я покупаю. Я не могу спокойно публиковать селфи. Не дай боже, я запощу что-то связанное с эротикой, будь то мои собственные картинки или чужое творчество, которое мне нравится. Я не могу публиковать нормально посты с камишками. Я не могу делиться мерчом, потому что каждая из этих штук вызывает у сталкера приступ зависти и пиздца, и я не знаю, в какой момент его опять накроют, чтобы он сделал на меня какой-то очередной видос, выкручивающий, что я извращенка, что я там еще что-то со мной не так, и это постоянное давление. Я больше не могу спокойно постить, как другие авторы, и мне очень больно. Когда я публикую посты о каких-либо услугах, он говорит, что я зажравшаяся мразь. При этом в обычном состоянии он постоянно говорит, что я лентяйка, я мало делаю анимацию, я все делаю некачественно, все недостаточно, я мега ленивая тварь. Когда я совершенно закономерно выгнала из своего телеграм-канала девочку, которая общается со сталкером и сливает ему разные мои штуки, он приехал на мой старый адрес и названивал моей маме в домофон, чтобы я вернула этой девочке 300 рублей. Кстати, когда вернешь Соне 300 рублей за подписку? Я звоню Ксении Дмитриевой. Она живет здесь. Меня интересует вопрос. Уже были. Почему ваша дочь не повзрослеет? В мире сталкера это не акт защиты и желания безопасности, а кидалово на деньги. И это ощущается так, как будто бы любой мой акт защиты для сталкера это просто повод, триггер, оправдание снова домогаться до меня. Он пишет, что Ульяна нанесла мне непоправимый вред и сделала меня больным человеком, и при этом сам сталкер либо притворяется, что не понимает, либо реально не понимает, что его действия в разы серьезнее. После этого реально нужна психотерапия и достаточно длительная. И как бы я на самом деле не хочу ни возмездия, ни мести, ни компенсации. Я хочу просто спокойствия, чтобы это закончилось. Но, видимо, остается молиться, что это не закончится чьей-либо смертью. Потому что у сталкера уже появляются свои сталкеры, их довольно много, и они пытаются вычислить, где он живет. Видимо, люди чувствуют недостаток справедливости и пытаются хоть что-то сделать, хотя этим мог бы заниматься закон. Ну, мы идем дальше. В один из разов, когда я ходила в полицию, я, чтобы подготовить материалы для них,
Посмотрела видео на 2 часа, которое он сделал. Там в конце этого видео, после уморительно долгих титров, там было маленькое тайное послание для меня, что «Ксения, я знаю, что тебе просто одиноко, поэтому, если что, приходи ко мне дружить». Я сейчас нашла этот кусок, пересмотрела. Он делает акцент на том, что типа «Я тоже пострадала от Ульяны, поэтому давай объединяться». То есть это такой способ подружиться, сделать на меня кучу разоблачений и сливов. Это все каждый раз просто способ привлечь мое внимание. Это ощущается, как будто бы человек очень явно проецирует на меня свою несостоявшуюся дружбу с Ульяной, которая произошла в школе. И он уже 10 лет просто живет этим. Почему это должно быть моей нахуй проблемой? Это не моя проблема. То, что наш дорогой, любимый творческий сталкер Саша Анисифоров до сих пор эти все 10 лет не может пойти проработать свои травмы с Ульяной, с психологом, да, не должно быть моей, проблемой. То, что он такой ленивый и безответственный, и решает, что самая лучшая идея — это проецировать свою обиду дальше, считая себя неоправданно страдающим, 10 ёбаных лет, круто. Почему я должна слушать человека, который бездарность, который не умеет играть джаз, который не умеет делать мультики, не умеет рисовать, не умеет в режиссуру, который ничего не умеет, и почему-то этого человека слушают и верят вещам, которые он говорит обо мне, при том, что мы даже не знакомы. Он выдумал меня в своей голове, поверил в то, что он выдумал, и теперь всем рассказывает об этом как о скрытой истине. Казалось бы, Ксения, забей на них и твори. Ребята, потребность в безопасности по пирамиде Маслоу — это 2-я ступень после физиологических потребностей. И я не чувствую себя в безопасности, пока эта хуйня есть. О каком самовыражении может идти речь? Ну, в любом случае, я чувствую, что это видео может в какой-то мере меня защитить, потому что теперь я больше уже не следую совету игнорировать сталкера, потому что, игнорирую я его или нет, он все равно выдумывает наше взаимодействие и все равно реагирует на них, так что нету разницы, я что-то говорю о нем или нет, он все равно будет сам себя заводить. Поэтому мне особо нечего терять, нечего бояться, а так вы хотя бы знаете, как это было с моей стороны. Моя главная борьба сейчас — это не вот это видео и не попытки обратиться в полицию. Это, во-первых, больше не замалчивать проблему, а во-вторых, продолжать делать то, что я люблю, несмотря ни на что. Да, это тяжело, да, страшно, что опять кто-нибудь раздует просто абсурдную, безумную херню из твоего безобидного какого-то действия, в которое ты даже не подозреваешь, что может так раздуть, но это не повод прекращать вообще деятельность в интернете. Тем более, зная, какая у меня аудитория, что я правда влияю на них, заряжаю, и что мои слова помогают людям двигаться вперед. Поэтому хотя бы ради них я точно не буду останавливаться. Да чё уж там, на самом деле, за себя просто по-человечески обидно, и заебало это все. И если я не могу никак по-другому дать пизды, я буду давать пизды тем, что я просто не буду останавливаться. Я просто пройдусь по списку всего, что сталкер терпеть не может, всего, что я теперь боюсь постить, и просто начну это делать как можно скорее, чтобы вернуться в строй. Я очень рада, что у меня дошли руки до этого видео, и я надеюсь, что кому-нибудь оно помогло. Если вас доебывают такие люди, пиздите их санными тряпками просто, потому что никто не имеет права с вами так обращаться, и пошли они нахуй. Сталкеру может только посочувствовать, потому что это, очевидно, какой-то занянченный, брошенный ребенок, который хуй знает, выберется ли вообще когда-нибудь из этого пиздеца. И как бы, ну, ваше право, можете ему верить, можете мне верить. Делайте, что хотите, меня, честно, ебать не должно. Но думайте башкой, не распространяйте тупую хуйню. Спасибо.